Hello, everyone. It's a great pleasure and honor for me to stand here and speak about the issue that that is also new for us. And I would switch into Russian, which is more comfortable. И здесь была очень жаркая дискуссия на первой панели. И, к слову сказать, Сергей Магнитский указан как единственный разоблачитель, или мы так переводим слово whistleblower на русский, в английской Википедии. То есть вы можете зайти и посмотреть термин разоблачителей, и там будет список разоблачителей, и из России там только один Сергей Магнитский. Чуть раньше, в начале этого года, мы обратили внимание на некий тренд, который сейчас происходит в России. Все чаще и чаще мы становимся свидетелями того, что разные чиновники, разные сотрудники системы образования, здравоохранения, школьники, полицейские начинают апеллировать к публике и заявлять о каких-то нарушениях, с которыми они сталкиваются. И мы решили посмотреть, есть ли на эту тему какие-то исследования, обнаружили, что таких исследований нет, и решили такое исследование сделать сами. И, собственно, в итоге это вылилось в доклад 100 российских разоблачителей, который 2 недели назад мы презентовали, и вот буквально вчера перевели на английский язык. Он есть в сети на русском и на английском. Значит, это кто такие разоблачители? Комитет министров Совета Европы, а есть несколько определений, называют ими индивидов, которые сообщают или разглашают информацию об угрозах или вреде для общественного интереса. Такая очень короткая и очень, в принципе, правильная формулировка. И здесь очень много на первой панели говорилось о мотивах Сергея Магнитского, о мотивах Билла Браудера, о том, значит, что на самом деле стоит за сообщениями о коррупции в российской налоговой службе и в целом в российской власти. Вот тема, связанная с мотивацией, она имеет два разных подхода на сегодняшний день в мире. И первый на уровне ООН не предполагает учета мотивации разоблачителя. Потому что для общественности большого значения истинные субъективные мотивы разоблачителя не имеют. Коль скоро он сообщает или она сообщает о каких-то значимых значимую общественную информацию. Национальные суды и, кстати, Европейский суд по правам человека пока стоят на позиции необходимости учета мотива при решении вопроса о законности давления, например, на разоблачителей. Значит, мы посчитали всех, до кого руки просто дотянулись, российских разоблачителей. И изначально мы хотели охватить период правления Владимира Путина, взяв за стартовую точку историю Александра Литвиненко, который в 1998 году в компании нескольких сослуживцев из Федеральной службы безопасности в Москве провел пресс-конференцию, на которой заявил о том, что руководство ФСБ приказало им организовать убийство известного бизнесмена Бориса Березовского. Среди этой группы был еще сотрудник ФСБ Михаил Трепашкин. Что произошло после с Александром Литвиненко, многие из вас знают. В отношении него он был уволен, в отношении него был возбужден ряд уголовных дел. Он уехал из страны, и спустя несколько лет он был отравлен радиоактивным веществом.
Полоний-210 в Великобритании, скончался от этого. И было расследование этой истории, но не в России, а в Великобритании, к вопросу о суде по поводу Магнитского, к вопросу о возможностях открытого судебного процесса и так далее. То есть вот по делу Литвиненко никакого суда в России тоже не было. И, конечно же, позиция российских властей относительно вовлеченности представителей российской власти в дело Литвиненко сильно отличается от позиции вдовы Литвиненко, сторонников Литвиненко и на сегодняшний момент и от позиции английского суда, которые считают, что непосредственными убийцами Литвиненко были два сотрудника ФСБ, один из которых затем стал членом российского парламента и автором нескольких репрессивных законов, которые принимались большой волной с 2012 года, когда Владимир Путин вновь вернулся на пост президента. А еще одна история, которая даст вам такое общее понимание того, насколько реально рассчитывать на объективное рассмотрение и независимый суд в России. В 2000 году российская таможня выявила контрабанду мебели. Это громкая история мебельных магазинов «Грант» и «Три кита». В ходе расследования выяснилось, что к этой контрабанде на сумму до 8 миллионов долларов причастны сотрудники центрального аппарата ФСБ. Через некоторое время уголовное дело было прекращено и возбуждено уголовное дело в отношении следователя, который расследовал контрабанду за незаконные, соответственно, подозрения в отношении сотрудников ФСБ. Затем уголовное это дело в отношении следователя ушло в суд. Его рассматривала судья Московского городского суда Ольга Кудешкина, важный персонаж в истории российских разоблачителей, которая в какой-то момент дала интервью и сказала, что руководитель Московского городского суда Ольга Егорова дает непосредственные указания ей, как судье, рассматривающей дело, какой приговор вынести в отношении следователя. Был большой скандал, судью отправили в отставку, она дошла до Европейского суда по правам человека. Впервые Европейский суд по правам человека в 2010 году вынес решение по жалобе разоблачителей из России, но Ольгу Кудешкину в статусе судьи не восстановили. Значит, дальше мы решили посмотреть, а не было ли чего-то раньше 1998 года, еще при президенте Ельцине. И оказалось там одно интересное дело, которое имеет большое значение для российской правозащитного сообщества. И это было дело Александра Никитина, эколога, бывшего офицера флота, капитана первого ранга, который опубликовал доклад об радиоактивной угрозе со стороны российского Северного флота для экологической организации «Беллона», штаб-квартира которой находится здесь, в Осло. Никитина обвинили в государственной измене. Он провел год в следственном изоляторе. В 1998 году Верховный суд России оправдал его по всем пунктам обвинения. Это был, наверное, первый и уж точно последний случай, когда разоблачитель из России добился оправдания, и это было, подчеркну дважды, до того, как Владимир Путин стал президентом Российской Федерации. С тех пор таких историй успеха неизвестно. Зато обратите внимание на 2009 год. Это как раз тот год, когда свое разоблачение сделал Сергей Магнитский. И как подскочило число новых разоблачений, большую роль в этом сыграли сотрудники милиции,
на тот момент еще. В 2009 году была очень громкая история в Москве, когда майор милиции Денис Евсюков расстрелял нескольких жителей Москвы. И был гигантский общественный резонанс негативного отношения к деятельности МВД, что подхлестнуло целый всплеск видеообращений сотрудников милиции о том, в каких условиях они работают. Это вот было пиковое значение 9-10 годов, потом был, как видно, снижение, а затем мы наблюдаем в течение 2 последних лет постоянный рост числа разоблачений. Полная таблица всех 100 кейсов мы опубликовали и приводим, в том числе на русском и на английском языке, вы можете сами посмотреть и убедиться, кто делает такие заявления. На первом месте полиция, первый столбик. Затем идут врачи, учителя, военнослужащие, сотрудники судов, пожарные, государственные компании, спецслужбы, прокуроры, адвокаты есть и так далее. Интересно сказать, что вообще сфера, связанная с разоблачителями и правовое регулирование ее, это вещь довольно новая в глобальном масштабе. И все там 60 государств, которые имеют законы о защите, правовой защите разоблачителей, приняли их в последние 10-12 лет. Кстати, в Норвегии такой закон был принят в 2007 году. Эта сфера очень чувствительна для демократических стран. Мы все с вами знаем скандальные истории с Эдвардом Сноуденом и Челси Мэннинг в Соединенных Штатах Америки. Насколько серьезный вызов это был демократическим ценностям в США. При том, что там действует, при том, что, собственно, из США пришел термин whistleblower, и в США чуть ли не первая страна в мире, которая создала целое государственное агентство по работе с разоблачителями, куда они имеют право обратиться, сообщить об известной им информации и получить защиту и гарантию неприкосновенности. Что касается России. В России такого нет закона. Мы разделяем разоблачителей на внутренних и внешних. Внутренние – это те, кто по своей службе узнают о каких-то существенных нарушениях и об этом сообщают. И в какой-то степени Сергея Магнитского можно отнести именно к этой группе, потому что он был внутри. Ему информация о хищении бюджетных средств стала известна в связи с его профессиональной деятельностью. Равно как и в большинстве громких историй, как в России, так и в других странах. И внешнее – это профессиональные гражданские общественные группы, которые занимаются поиском разного рода нарушений в государственных органах и опубликованием. Сюда можно отнести и Transparency International, сюда можно отнести и консорциум журналистов-расследователей, сюда можно отнести в России Алексея Навального и фонд борьбы с коррупцией, который он возглавляет, и так далее. Значит, специальный докладчик ООН в своем докладе указал на обязанность государств защищать разоблачителей. Потому что зачастую это единственный источник информации о реальном положении вещей, и других способов публики или руководства страны узнать о том, что в каких-то темных уголках государства есть какие-то серьезные нарушения, просто нет.
И все чаще и чаще именно разоблачители становятся героями сегодняшнего дня, и они становятся современными правозащитниками, они становятся, и вне всякого сомнения, в очень большой степени будущая правозащитная деятельность будет в руках этих людей, которые сообщают. И демократические страны эту деятельность поддерживают, защищают разоблачителей. Что происходит в России? Это последствия для разоблачителей вот в тех 100, о которых мы информацию нашли. Значит, почти половина, 44, мы не смогли найти информацию, что с ними потом произошло. Это не означает, что с ними ничего плохого не произошло, но мы не можем утверждать. Но в 40% случаев почти следует увольнение, в 18% случаев следует уголовное преследование. То есть государственная система расценивает разоблачителей как предателей и с ними таким образом квитается. Стандартная реакция власти на любой раздражитель в России – это уголовное преследование. Здесь важно отметить 5 случаев насилия. Туда входит и Сергей Магнитский, и Александр Литвиненко. А еще есть интересная история, наверное, многие из вас слышали о большом допинговом скандале с российскими спортсменами. Когда выяснилось, что победоносная зимняя Олимпиада в Сочи с большим количеством медалей и с первым местом в общекомандном зачете России была завоевана благодаря допингу, который активно применялся спортсменами. И нет никаких сомнений в том, что это была государственная допинговая программа. Человек, который об этом заявил, сотрудник российского антидопингового агентства, впоследствии скончался по невыясненным и довольно при странных обстоятельствах. Не буду утверждать, не знаю, нет информации, но он умер. Другого спортсмена, который заявил о том, что им фактически заставляли принимать допинг спортивные чиновники, фактически выгнали из страны, он вынужден был уехать. Значит, надо отметить, что насилие не является прям вот гарантированной программой или там самым распространенным способом реагирования на разоблачителей. Скорее, я бы сказал, что это почти наверняка увольнение и в очень большая вероятность уголовного преследования. Но, тем не менее, такие факты случаются. Приведу еще один тоже известный в России пример, когда майор российской армии Игорь Матвеев заявил публично о том, что Минобороны закупила собачьи консервы и кормит ими военнослужащих. Значит, есть об этом его видео в YouTube, можете посмотреть. Майор Игорь Матвеев был дважды после этого привлечен к уголовной ответственности и провел 3 или 3,5 года в тюрьме. Значит, в России нет законодательства, защищающего разоблачителей. Единственный акт, который есть, это постановление Конституционного суда. Его добились наши адвокаты по жалобе полицейского из одного российского города, в котором Конституционный суд занимает такую, как он всегда делает в России в последние, 15 лет, такую позицию не вашим, не нашим, когда говорит о том, что, с одной стороны, разоблачитель имеет право на свободу слова и выражение своего мнения и может апеллировать к публике, но, с другой стороны, он сначала должен пройти все возможные инстанции внутри системы. И
этот участковый полиции Мумолин был уволен из органов, в отношении него было несколько исков на крупную сумму, он так и не был восстановлен в должности, и вот в ближайшие буквально, я надеюсь, месяцы Европейский суд будет рассматривать уже коммуницированную давно его жалобу. То есть дела Сергея Магнитского, кстати говоря, здесь упоминался дело Сергея Магнитского в Европейском суде. Да, действительно, сам Сергей еще при жизни направил жалобу в Европейский суд летом 2009 года на условия содержания в следственном изоляторе. И дело было коммуницировано довольно давно, решение так или иначе будет. Недавно, буквально в сентябре, последняя ремарка, Министерство труда России внесло в парламент законопроект о правовой защите разоблачителей. Это обязанность России как члена Конвенции ООН по борьбе с коррупцией вот принять такой нормативный акт. Этот законопроект, он узкий, касается только вопросов коррупции, но тем не менее это какое-то движение вперед относительно абсолютного отсутствия правового регулирования и даже существования такого статуса, как разоблачитель в российском законодательстве на сегодняшний момент. Спасибо вам большое. На сайте нашем вы можете найти оба доклада на русском и на английском языке. Thank you very much.